Здравствуйте, дорогие друзья! Общий таро-прогноз на 2025 год для представителей знака зодиака Козерог. Чего ждать в 2025 году? Как изменится ваша жизнь? Или что спешит войти на ваш порог, на вашу жизнь? События будущего, как видят карты Таро, давайте с вами узнаем. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Помним об этом. И в 2025 году на нас будут оказывать влияние внешние события, какие-то факторы, обстоятельства или решения ключевых людей в нашей жизни. Это откроет, конечно, новые возможности, но поначалу мы можем растеряться, поскольку прежние методы, стратегия, тактика уже не приносят результатов и потребует в целом от нас это внутренней организации новой какой-то и новых диалоговых форм. Все решают люди. Договариваться нам с кем-то придется или где-то пересматривать наши общее положение, а то и мировоззрение. Давайте узнаем. У нас сегодня две колоды карт. Карты Таро и карты Оракула. Оракулы ангелы сердца так и называется. И знаки судьбы мы достанем одну карту в самом конце и потом откроем ее. Но вначале основные вопросы. И первый наш вопрос. Пусть нам ответят карты или хотя бы предскажут, какая сфера жизни, с чем это будет связано. Что завершится или от чего вы откажетесь, мои дорогие козероги, сами? Какой будет пересмотр? Возможно, и так. Или что вы завершите? Что нового войдет в вашу жизнь в 2025 году? Чем запомнится вам 2025 год? Достанем карту Таро «Неожиданность». Что вам помогает? Что вас будет радовать в 2025 году? Позитивные моменты. Что же, напротив, может помешать? Событие, которое изменит вашу жизнь. И событие, которое изменит вас самих. Каковы знаки судьбы? Эта колода Оракула больше говорит о личной жизни, раскрывает ее. Но иногда есть тут и те карты, которые нас перенаправляют на наши достижения. Вот мы узнаем. Итак, первая карта. Что же завершится или от чего вы откажетесь сами? От прошлого, мои дорогие. Вот конкретно прошлое. Оно уже как будто завершилось. Все. Вы уже смотрите вперед. Нам человек прорисован, который спиной. Мы не видим его. Он уже видит новые горизонты, новые возможности. То, что было, оно и было. То, что он мог, он уже изменил. То, что мог, он совершил. Он уже имеет какую-то базу, как и, допустим, ваш статус. У кого-то так. У кого-то из вас уже выбрано направление, что вы хотите развивать, или что вам интересно. Или, пусть это касается вопросы социума вашего, какими людьми вы хотите себя окружить. Вы уже четко знаете, чего вы хотите. Прошлого нет, по сути дела. Да, мы оставляем как ситуацию, как опыт, чтобы, может быть, даже какой-то грустный опыт, который мы пережили, мы его заново не повторили. Мы пользуемся как раз им. Он нас сделал сильнее, но теперь мы смотрим только вперед. И вот для вас полный вперед. Вот сама карта так и говорит. Что нового войдет в вашу жизнь? И вот, кстати, если человек нам по тройке жезлов показан, он как будто стоит. Это не есть какая-то пауза и дополняет где-то семерка пентаклей. Это та необходимая, как, ну, может быть, момент, остановка, когда мы проверяем, все ли мы взяли с собой в будущее. И далее, видимо, будет какой-то период, может быть, спокойный, когда вы будете завершать какие-то дела, если мы говорим, что нового войдет в вашу жизнь. Сама по себе карта денежного дерева, мои дорогие, поэтому дерево, как известно, уходит корнями вглубь. Какая-то новая стратегия у вас будет по части финансов. Для кого-то из вас это изучение, может быть, как финансовой грамотности. И мы ожидаем, с учетом Плутона, который уже теперь в Водолее, меняются фондовые рынки, меняются валютные рынки, новые системы взаиморасчета. Мы по-другому концепцию денег видим, оцениваем ее по-другому. Изучение чего-то может быть необходимо совершенно
Именно потому, чтобы правильно распределить силы или правильно распределить финансы, чтобы не было какого-то пролапса. Здесь только все должно быть в рост. Вы нацелены на какие-то свои достижения, и где-то вы не хотите рисковать и спешить. По сути дела, вот таких вопросов это может касаться. Но давайте я немножко раскрою. Не такая крупная карта. Иногда она говорит о том, что мы ожидаем важных документов. И мы вынуждены тоже брать паузу, ну, есть регламент по документам. Чего же это может касаться, что нового войдет в вашу жизнь? По аркану Луна мы слушаем свою интуицию, мы сами себя видим, ну, как может быть, словно один вроде в поле не воин, и в то же время мне приходится какой-то путь преодолевать в одиночку. И здесь в первую очередь, когда выпадает аркан Луна, мы не хотим собой рисковать. Вот это основа. Когда, опять же, какой-то наш проект, который был, ну, только в планах, или он нам мог казаться нежизнеспособным, может быть, именно потому, что мы не видели последовательность событий, или мы не могли составить себе тезис наших действий. Вот здесь вы это будете отстраивать. Правда, вы что-то хотите начать новое, или если продолжить, то все равно элемент обновления или каком-то новом ключе. Обстановка меняется, у кого-то так проигрывается. И я в новой обстановке. Тогда, когда я пусть иду словно в темноте или в сумерках, я все равно иду вперед. И это требует искусства мелких шагов. Вот об этом где-то говорит карта. И правда, вам с места в карьеру рваться не надо. В 2025 году нужно делать что-то очень осознанно, я бы сказала так. И при этом слушать, доверять своему шестому чувству, своей интуиции. Что нового войдет в вашу жизнь. По сути дела, меняется вся концепция с учетом аркана Луна. Ведь это сама по себе неопределенность. Мы учимся где-то, может быть, и жить в этой неопределенности. И дополняет, опять же, карта или продолжает эту тему рыцарь Пентаклей. Я называю эту карту марафонского забега лет на 10, на 20. Ну вот, наверное, пока Плутон в Водолее. Потому что, да, вот с первых шагов мы вот так умеренно, размеренно, надежно и очень внимательно идем вперед. Понимаем, мелочей нет. Любая мелочь сегодня может обернуться чем-то крупным завтра. И здесь важно чего-то не упустить. Но это движение, это не застой, нет. Пусть и рыцарь едет медленно, но, как я сказала, надежно. И вот уже следом выпадает карта победителя. Победа у вас будет. Даже если поначалу словно что-то через туман, через темноту вам видится. Очертания я вижу или то, что я хочу осуществить, я знаю, но пока четкости нет. Но тем не менее, постепенно, шаг за шагом, вы приходите к тому, что вы получаете. Вы осуществляете задуманное. И далее вам следует это сохранять. Постепенно вы становитесь победителями, мои дорогие козероги, и мне нечего добавить. Да, пусть это где-то вы уже теперь знаете, точное ваше направление. Или вы на начало 2025 года точно знаете, чем вы не будете заниматься, в каком направлении вы не пойдете. Вот оттолкнемся от противного. И это тоже немаловажно. Не всегда мы можем себе, опять же, составить этот план действий. Но если мы точно знаем, что мы не хотим повторить, это уже половина успеха. И поэтому успех шаг за шагом к вам приходит. Нечего добавить. Давайте тогда следующую карту откроем. Важное событие или чем для вас запомнится 2025 год. Наверное, можно заканчивать наши гадания, расклады, прогнозы. Карта счастья, карта радости, карта успеха, карта победы. Только что вот выпала, ну, карта солнца следом. За картой победителя идет, поэтому продолжение следует. Это новые статусы. Это новые статусы признания ваших заслуг в обществе. Это может быть новый социум. Это новые радости жизни. Это может быть и через личную жизнь, как новое направление. Ведь это карта выбора правильного направления. И поэтому то, что вы для себя определяете, может быть, вот пока смотрите видео, на начало 2025 года, в последующем как минимум полгода, 6 месяцев или 8, вы будете этим заниматься наиболее активно. Шаг за шагом, пусть медленно, как я сказала, но вот эта победа, считайте, мои дорогие козероги, где-то через полгода вы уже будете видеть плоды труда своего. Может быть, это где-то и до конца 2025 года вам придется поддерживать
вот эти направления, которые вы себе определяете. Мы не можем тут ослабить внимание. С другой стороны, это карта нашего эго, это ваши амбиции, они должны быть тоже как-то продолжены. Но если мы говорим о том, что весь 2025 год потребует от нас новых диалоговых форм, вы примите это во внимание, что с кем-то договариваться придется. Может быть, это по части документов, может быть, где-то, если мы опять же про эго, не всегда мы будем согласны с видением людей или и с их мнением. И вот, чтобы наше эго не помешало нам с кем-то договориться или подписать важные документы, мы по карте Солнца можем желать настоять именно на своем, потому что мы считаем, мы в чем-то абсолютно правы. И хоть всячески положительная, понятно, эта карта, но вот диалог, он должен состояться, быть дипломатом в конечном итоге. Вам, мои дорогие, придется, но это для вас открывает совершенно новое качество жизни. Неожиданности давайте узнаем. Ну что тут скажешь? Семья, радость, любовь, взаимопонимание, новые грани чувственности, новый дом, переезд, осуществление любых, пожалуй, проектов и плюс приятные эмоции, ну, радость сама по себе в квадрате или даже в кубе, я уже не знаю, как тут сказать. Очень позитивные карты, мои дорогие, и в неожиданность, хоть я чаще вкладываю в значение в этот вопрос, которое, ну, может где-то олицетворять то, чего мы не ждем, и со знаком минуса. У вас тут только со знаком плюс. И даже если есть какие-то переменные, которые для вас действительно происходят в 2025 году, как гром среди ясного неба, значит, помните, мои дорогие козероги, это таким образом пространство, вселенная, высшие силы, назовите как угодно, вас пытается переформатировать в сторону счастья. Нечего мне добавить, такой расклад. Хорошо, что вам будет помогать? Вам будет помогать, когда вы приводите мысли в порядок, когда вы куда-то не торопитесь, вам действительно помогает, когда вы уделяйте внимание собственному здоровью. И хоть эта карта не говорит напрямую о болезнях, но она нам предлагает избавиться как и от ментального мусора, кстати, от ненужных сомнений, ограничений, или которые мы сами себе словно планки или границы поставили. Но так и здоровье имеется в виду наша бодрость. Буквально, когда болезнь нас не должна уложить в постель, поэтому вовремя, может быть, пройти обследование, держать в целом руку на пульсе. И все то, что вам мешает жить, вами должно быть пересмотрено. Причем проанализировано так вот в реальной жизни. Если что-то беспокоит по здоровью, значит, нужно сходить к врачу. Только врач, доктор может определить объективно, что же с вами. Или это усталость, может быть, хроническая. Вовремя, кстати, отдыхайте, вам это тоже будет помогать. Значение карты есть и такое. Так и не нужно себе ставить каких-то догм или себя словно ограничивать. И вовремя, может быть, как я уже говорила, от ментального мусора или от наших прежних каких-то шаблонов, паттернов избавляться тоже хорошая практика, потому что все меняется в вашей жизни. И от того, насколько вы будете податливы, адаптированы к этим самым переменам, тем быстрее придет счастье, радость в вашу жизнь. За время нахождения Плутона он вас мог сделать, ну, более такими где-то жесткими, или когда вы постоянно вынуждены были все время что-то преодолевать. А в Водолее это легкие энергии. Это легкость как буквально на подъем, так и что-то иррациональное. То, чему мы никогда не придавали значения, или то, что мы говорили себе, нет, этого не может быть. В 2025 может быть. Очень даже поэтому будьте открыты миру, открыты новым возможностям, мои дорогие. Вам буквально это будет помогать. Что может препятствовать? Вы знаете, материализм, с одной стороны, будет препятствовать. Или когда вы в одну какую-то концепцию словно упретесь и будете говорить, вот я сейчас, вот я должен, опять же, или вот я выбрал что-то одно, и я только в этом одном направлении иду. Нет, все карты нам говорят, да, направление есть, но вам придется быть более лобильней, рассматривать, может быть, и одну, и вторую, и третью какую-то концепцию. Предложение или какую-то фразу, может быть, случайно услышанную, нужно будет додумать, каким образом я могу применить на благо себе.
То есть постоянно где-то адаптироваться к тому, что вы слышите, что вы видите, какие возможности предоставляются, оценивать общую обстановку, оценивать, к примеру, на работе даже обстановку. Так, что я могу тут сделать для себя? Но, опять же, не совсем с позиции материальной, а больше, когда для вашей мечты, как это может помочь. Или есть у вас план, как вы хотите осуществить его, как вы готовы скорректировать что-то. Но по этой карте нам говорят: продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Вот так. И поэтому, если мы говорим, что вам может помешать, когда, если вы только одно какое-то себе поставите направление и откажетесь от чего-то другого, вам это тоже может помешать. Потому что мы пока еще поначалу словно пытаемся, не случайно карта Луна, и я говорила «сумерки», мы идем в одиночку, как в сумерках, или исследуем непознанную землю без карты. Искусство мелких шагов. Мы через практику осваиваем эти новые шаги и одновременно, как рыцарь Пентаклей вам выпадал, я говорила, он едет медленно, чтобы осмотреться вокруг, подметить все мелочи. Мелочей как раз нет. Из мелочей складывается что-то крупное. И поэтому, если видим одно какое-то направление, мы не видим тысячи других, и это будет ваша основная задача. Или когда вы поставите деньги на первое место. Помните, есть цена и есть ценности. А для вас, мои дорогие козероги, совместите возвышенное и земное в 2025 году. Не откажитесь от любви. Здесь ведь может быть и такая концепция. Здесь любовь к кому-то приходит, а вы можете подумать: не, я сначала денег заработаю, а потом у меня будут чувства. А вот так нельзя. Событие, которое изменит вашу жизнь. Любовь может изменить вашу жизнь. Карта радости, карта подарков, карта приятного времяпрепровождения. Кстати, легкая карта тоже. Легкость на подъем. Событие, которое меняет вашу жизнь, когда вы чего-то не отказываетесь. По рыцарю кубков нам что-то предлагают, или пусть это появляется какая-то возможность, которая поначалу, кстати, не выглядит как долгое продолжение с позиции, опять же, надежности, а выглядит как приятное времяпрепровождение или то, что вдохновляет в какой-то короткий момент времени. И вам на это надо согласиться. Согласиться на то, на что бы прежде вы, скорее всего, не согласились. Правда, тут что-то иррациональное. То, что, ну, где-то вы к этому не привыкли. Будьте более лояльны к миру. Вот опять в очередной раз повторяюсь, потому что именно вверху солнца, понимаете? А по рыцарю кубков иногда даже вот если мы про отношения говорим, это случайные какие-то, ну как знакомства, которое вроде бы немного обещающее, а просто душевное. Или любовь с первого взгляда, может быть, или какие-то знаки внимания, которые либо вам оказывают, либо вам кому-то хочется оказать эти знаки внимания. Тогда тоже себя не останавливайте, потому что вполне вероятно, то, что начинается с какой-то легкости, в конечном итоге для вас означает карта Солнца, ваше счастье, ваш успех и ваши достижения. И переложите, мы рассматриваем концепцию личной жизни, потому что рыцарь кубков, но ведь это карта радости и вдохновения, поэтому это точно так же где-то работает в отношении вашей занятости, ремесла, пусть даже бизнеса или творчества. Творчество без вдохновения ну никак не проходит. И это в целом меняет вашу жизнь, мои дорогие. И вас самих, наверное, тоже. Вот что меняет вас самих, давайте откроем. Ну вот когда вы больше отдыхаете, приводите мысли в порядок, наверное, все то, что я сказала по четверке мечей, для вас будет очень актуально. Ну и все карты, они у вас легли в каком-то красивом узоре, когда одна другую дополняет. Для вас много работать, в принципе, не есть хорошо, потому что от усталости вы уже словно можете не видеть горизонтов, а для вас новые перспективы нужно держать в фокусе внимания. Не случайно тройка жезлов. Мы сказали, человек к прошлому повернулся спиной. Куда он смотрит? В горизонт он смотрит. Он что-то обдумывает, он предполагает, он мечтает и понимает, что для меня нет ничего невозможного. Мне самому себе главное не поставить каких-то рамок.
не ограничивать себя. И тогда я найду 1001 вариант для того, чтобы осуществить свою мечту. А кто-то из вас напрямую, мои дорогие, по десятке жезлов сбросит вот эту вязанку жезлов, освободится от каких-то обязательств. И это изменит вас. Может быть, происходят те изменения в вашей жизни, когда складываются так обстоятельства в 2025 году, они пытаются как раз вас освободить, вам помочь, чтобы вы ощущали радость жизни, чтобы вы имели вот это иное качество жизни, опять же, вверху десятка кубков. Тоже десятка, но какое разное значение. Поэтому по этой карте это всегда карта усталости. И значит, меньше уставайте, больше позвольте себе отдыхать, больше будет планов, больше будет возможности увидеть мир. Может быть, больше путешествовать для кого-то, это тоже будет важно. Или для кого-то учить языки, изучать какое-то новое направление по части вашей деятельности, ваших заработков. Может быть, как новая совершенно концепция по работе. У кого-то и так я могу предположить. Но для вас, мои дорогие, нет ничего невозможного. И вы сами только себе можете поставить какие-то табу или сами себя ограничивать. Давайте посмотрим знаки судьбы или как карту совет. Вот, не хочет переворачиваться. Ух ты, тут какая-то интересная история любви, и буквально эта карта нам говорит об обручении. И я могу предположить, что для тех, кто один или одна и правда важный человек, это как ваша вторая половинка может войти в вашу жизнь, и все то, что я где-то говорила с рыцарем кубков, может проиграться, особенно для тех, у кого сольный вариант, особенно актуально. Или для тех, у кого сейчас, предположим, дружба, или были какие-то контакты, но о серьезном чем-то вы еще пока не говорили, не обсуждали. И тогда эта карта обручения будет говорить о том, ваша личная жизнь выходит на новый уровень обязательств. Конечно, это можно и переложить по части достижений вашего бизнеса, ваших проектов. Переводите все на новый уровень обязательств. То есть развитие само по себе какое-то следует. Я не достаю других карт. Тут действительно для вас какой-то очень благоприятный период жизни в 2025 году. И если еще астрологически январь месяц, у нас Уран, который планета связана как раз с изменениями, может быть резкими переменами, находится в знаке зодиака Телец. Телец, как и вы, принадлежит к знаку Земли, стихии Земли. И с Тельцом идет ассоциация нашего благополучия. Поэтому Уран еще в ретро-движении в течение января. Но уже февраль, март, где-то начинается динамика более активная. Поэтому еще в январе мы словно делаем вот эту или паузу, или определяем, что же я возьму с собой в будущее. И поверьте, уже с февраля словно жизнь раскручивается в новых оборотах, в скорости для вас, мои дорогие, поэтому чего-то не упустить будет очень важно. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.